Привет, друзья! Сегодняшний выпуск новостей Германии и Европы получился местами довольно напряженный по своей тематике. В немецких школах учителя выражают серьезную обеспокоенность. То, что происходит сегодня с мотивацией учеников и базовыми навыками, вызывает заметную обеспокоенность у педагогов по всей Германии. Но это лишь начало. Германия готовится к важному решению по системе пособия Бюргергельд. И именно оно может сильнее всего повлиять на украинских беженцев. Сроки уже определены, а обсуждение с каждым днем становится все активнее. Тем временем в Германии, в Любенау, стартует один из самых амбициозных технологических проектов в истории Шварцгруппы. Масштабы инвестиций и будущей мощности удивили даже отраслевых экспертов, ведь речь идет о совершенно новом уровне цифровой инфраструктуры в Германии. А в политике снова активно обсуждаются важные темы. Маркус Зёдер выступил с твердой позицией по пенсионной реформе, а Фридрих Мерц настаивает на том, чтобы все решения были приняты уже в этом году. Разногласия внутри правительства остаются и становятся более заметными. Есть новости об энергетике. Все больше городов Германии спешно формируют собственные тепловые планы, и по стране начинается большая работа, от которой будет зависеть, как именно немцы будут отапливать дома в ближайшие десятилетия. И это еще далеко не все. Заводы Bosch в Германии и Европе сталкиваются с существенными перебоями, и проблема с поставками чипов уже приводит к приостановке производства и переходу сотрудников на сокращенные графики работы. Про все эти события последнего часа я расскажу буквально за несколько минут. Итак, в немецких школах наблюдается тревожная тенденция. Учителя отмечают, что многие ученики демонстрируют низкий уровень грамотности и не хотят усердно учиться. Некоторые школьники откровенно говорят, что в будущем, внимание, рассчитывают на социальные выплаты Бюргергельд вместо того, чтобы строить свою карьеру. Учителя отмечают, такая установка снижает мотивацию к обучению и создает значительную нагрузку на педагогов. В классах растет безразличие к учебе, дисциплина, соответственно, снижается, а базовые навычки чтения и письма остаются на низком уровне. Эксперты считают, что если ситуация не изменится, школы могут столкнуться с новыми сложностями, важность образования и подготовка к взрослой жизни оказывается под вопросом, а учителя рискуют выгореть, пытаясь справиться с апатией учеников. Следующая новость – одна из самых важных для украинских беженцев в Германии. Итак, в Германии планируют сократить выплаты Бюргергельд для новых прибывших. Эксперты предупреждают, что это может серьезно осложнить интеграцию. Вместе с деньгами люди потеряют доступ к курсам языка и другим мерам поддержки, которые, соответственно, помогают устроиться на работу и вести самостоятельную жизнь. Напомню, с 1 апреля 2025 года те, кто прибыл после этой даты, будут получать значительно меньше социальных выплат. Уже достигнутый прогресс в трудоустройстве и адаптации может быть приостановлен. Люди могут быть вынуждены соглашаться на менее квалифицированную работу, а доступ к программам центров занятости будет ограничен. Критики говорят, что такие меры не только ставят людей в трудное положение, но и могут не дать ожидаемой экономии для государства, создавая дополнительные нагрузки на регионы. Интеграционные эксперты, в свою очередь, считают, что сокращение пособий может снизить мотивацию к работе и обучению, а также сделать тему еще более чувствительной для общества. Следующая новость про инновации в Германии. Группа Schwarz, владеющая сетями, как вы знаете, Lidl и Kaufland, запускает строительство крупного центра обработки данных в Любенау на площади около 13 гектаров. Инвестиции составят 11 миллиардов евро. Это самая крупная единовременная сумма в истории компании. Первый этап проекта должен завершиться к концу 2027 года. Новый дата-центр рассчитан на мощность примерно 200 мегаватт и будет построен в виде кампуса из 6 взаимосвязанных модулей. Он будет работать исключительно на возобновляемой энергии и при этом даст возможность расширяться по модульному принципу. В нем запланировано размещение, внимание, до 100 тысяч специализированных чипов для задач искусственного интеллекта, что существенно больше, чем в других подобных проектах в Германии. Часть вычислительных мощностей предназначена не только для собственных нужд Schwarz-группы, но и для внешних клиентов. Планируется предлагать облачные сервисы. При этом тепло, которое выделяется вычислительными устройствами, будет использоваться. Его направят в местную систему центрального отопления, что позволит снабжать теплом сотни домов.
Руководители компании подчеркивают, что хотят сохранить полный контроль над своими данными, а данные, по их словам, это нефть 21 века, и важно не стать зависимыми от чужих инфраструктур. Также специалисты считают, что проект будет способствовать укреплению цифрового суверенитета и конкурентоспособности на уровне технологий искусственного интеллекта. Но на этом новости дня не заканчиваются. Глава партии Христианско-социальный союз ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер четко высказался против идеи отложить план реформы пенсий. По его словам, задержка такого проекта совершенно нецелесообразна, и партия в текущих условиях не готова это поддержать. Он призвал начать реализацию этого проекта уже в этом году. Хотя Зёдер и признает, что необходимо учесть опасения молодежи, он уверен, отложить реформу – это неправильный шаг. Он также выразил надежду, что все члены правительства, которые изначально одобрили этот законопроект, продолжат его поддерживать. Это, по его мнению, должно быть обычной практикой. Несмотря на сложности внутри коалиции, Зёдер уверен, что разногласия можно согласовать между собой. Он оптимистично заявил, что мы как-то справимся. На фоне этого канцлер Фридрих Мерц призывает завершить все обсуждения и принять пакет до конца этого года. Основной спор вызывает именно уровень поддержки пенсий. Напомню, что в коалиционном договоре партии договорились сбалансировать пенсионное обеспечение на уровне примерно 48% к 2031 году. Некоторые эксперты предполагают, что после этого могут потребоваться дополнительные расходы, так как согласно проекту закона уровень пенсии остается выше нынешнего и после 2031 года. И это только начало. Земли и более маленькие районы Германии активизируют свои тепловые планы. Все больше городов начинают разрабатывать стратегию, как они будут обеспечивать тепло в будущем. Согласно данным Центра компетенции по коммунальной тепловой трансформации, число коммун, находящихся в стадии разработки таких планов, выросло примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Закон требует, чтобы крупные города представили свои тепловые планы до конца июня 2026 года, а более мелкие города до конца июня 2028 года. Главная цель этих планов – это дать домовладельцам и коммунальным службам четкие ориентиры. Станет ли выгоднее подключаться к централизованным сетям отопления или устанавливать собственные источники, например, тепловые насосы. По словам руководителя центра Роберта Брюкмана, одной из ключевых задач является именно коммуникация. Крайне важно вовлечь в процесс всех участников и жителей. При этом муниципалитеты отмечают недостаток персонала и ресурсов. Создание теплового плана требует новых знаний и усилий, а финансирование и кадровые возможности не всегда легко найти. А дальше еще интереснее. Компания Bosch, ее заводы в Европе, включая и Германию, испытывают значительные трудности из-за нехватки чипов и вынуждены приостанавливать производство на 3 своих заводах – в Ансбехе, Зальгитере и Браге. Поставки электронных компонентов осложнены после того, как Нидерланды забрали контроль над компанией Nexperia, а Китай ввел ограничения на ее экспорт. В Bosch заявляют, что делают все, чтобы минимизировать сбой и продолжать обслуживать своих клиентов. На заводе в Зальгитере порядка 300-400 сотрудников переведены в режим частичной занятости из примерно 1300 человек, а в Ансбахе временно дома остаются около 650 человек из 2500 сотрудников. Они получают пособие по краткосрочной работе. На португальском заводе в Браге затронуто примерно 2500 работников из 3300. Там комбинируют снижение рабочих часов и временное отстранение. Bosch внимательно следит за ситуацией и надеется, что начнется конструктивный диалог между заинтересованными сторонами, чтобы найти устойчивое решение ситуации с поставками. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.